Привет! Вы на канале Анна Камильфо. В этом мастер-классе я хочу показать, как слепить такой красивый и простой декор одновременно. Вы можете менять цвета и текстуры, создавая новые и новые цветы и композиции. Все зависит от вашей фантазии. Такой декор может украсить не только кружку или вазу, но и быть брошкой в дополнение к вашим образам. Этот мастер-класс подойдет даже новичкам. Уровень подготовки может быть любым. Главное вы и ваше желание творить. Сегодня вы научитесь использовать камни и стразы в декоре, текстурировать лепестки, используя молд, собирать полураскрытый цветок на кружке. И в конце я расскажу, как дополнить декор реалистичными каплями с помощью эпоксидного клея. Вас ждет 17 минут ярких макросъемок процесса в деталях. Оставайтесь до конца. Вот такой небольшой набор инструментов нам понадобится сегодня. Черная кружка молти с матовой поверхностью, глина бренда Fima Soft, черная, фиолетовая и розовая, стеклянный камень в цапах и мелкие термостразы 5 мм в диаметре, молд лилия для текстурирования, Fima Liquid. Еще нам понадобится линеечка или другой плоский прямой предмет, небольшой набор инструментов для лепки, лопатка, силиконовая кисть, лезвие и восковый карандаш. Конечно же, клей и влажная салфетка. Ну что, давайте начинать. Как всегда, разминаем небольшой кусочек глины. Это будет сердцевинка. Немного разогреваю в руках, чтобы глина стала податливее. Из шарика формирую полукруг и немного сдавливаю, чтобы сделать его более плоским. После того, как полукруг готов, размещаю его на кружке под углом, так как наш цветочек под наклоном, но его размещение полностью зависит от вашей фантазии. Выравниваю поверхность сердцевинки с помощью влажной салфетки. Главное следить за тем, чтобы она не оставила ворсинки. Сердцевинка готова, переходим к камням. Я начинаю с самого большого, это стеклянный камень в цапах. Его необходимо вытащить из них. Обращаю ваше внимание, что именно этот камень после запекания необходимо вытащить и приклеить на эпоксидный клей. Самостоятельно он держаться не будет. Я придавливаю его, немного сместив от центра сердцевинки. Мелкие камни очень удобно цеплять восковым карандашом. Он продается в отделах «Все для ногтевого сервиса». С ним работа пойдет намного быстрее. Я начинаю ставить камни вокруг большого, расходясь к краям, не сильно близко и не сильно далеко друг от друга. Пока что я их просто размещаю, я придавлю их попозже лопаткой. Восковым карандашом это неудобно делать, он мнется. Потом перехожу на второй ряд и так до конца, пока не будет заполнена вся сердцевинка. В работе я использую термостразы, они из стекла и имеют клей на дне, который плавится при высокой температуре. Поэтому, когда мы поставим кружку на запек, клей расплавится и они приклеятся сами. Нам не придется их вынимать и клеить самостоятельно. При правильном уходе, скажу по опыту, кружка с такими камнями служит мне более 2 лет. Пока еще ни один не отлетел. Когда она готова, я придавливаю сразу лопаткой. Это можно сделать любым твердым инструментом. Я не сделала этого сразу, чтобы у меня был маневр, немного подвинуть их, в случае, если не помещается какой-то камушек. Чтобы камни хорошо держались, их необходимо придавить. После чего я прохожусь влажной салфеткой, убирая остатки воскового карандаша.
Воск на камнях нам совсем не нужен, он расплавится в духовке и его будет убрать проблематично. Камни очень красиво играют на свету. Отставим пока нашу кружечку в сторонку и перейдем к цветочку. Начнем мы с градиента. Я приготовила его заранее. Как сделать градиент, записан отдельный урок, ссылка на него в описании и в подсказке. Нарезаем его лезвием, широкими блинчиками. У меня это примерно 8 мм, а сам градиент в диаметре сантиметра 2. Разрежем каждый блинчик на 4 части. Будьте аккуратны, делайте это лучше на столе, лезвие очень острое. Теперь из каждого кусочка слепим заготовку для лепестка. Светлая часть на кончик и темная к началу. Вот такой лепесток у меня получился. Он немного неправильной формы, и это хорошо, тем естественнее он будет смотреться в композиции. Вот примерно его толщина. После молда он станет еще чуть тоньше, поэтому изначально я его делаю с запасом по толщине. Ну что, начнем их превращать в настоящие. Кладем каждый лепесток в центр молда и придавливаем. Вот такой первый красавец у нас получился. Немного сгибая его в более естественную форму. Повторяем все те же самые действия с каждым. Не стоит давить на молд очень сильно, так вы истончите лепесток и он будет очень хрупкий. Обратите внимание, что после молда у лепестка появляется как бы лицевая сторона и изнаночная, поэтому, сгибая каждый из них, убедитесь, что лицевая сторона у них одинаковая. Это не критично, но желательно не забыть об этом. Последний лепесток готов. Я разложила их по размеру, 8 больших и 8 чуть меньше. Я всегда их делаю с запасом, чтобы была возможность выбрать самые красивые. Переходим к самой волнительной и красивой части декора – сбор цветка. Добавляем жидкую глину на сердцевинку, прежде чем крепить лепестки. Я начинаю с самого маленького лепестка и ставлю его по центру, придавливая силиконовой кистью. Дальше беру чуть больше размером и ставлю его следующим.
Первый ряд лепестков готов. Теперь перейдем ко внешнему ряду. Начнем с того, что добавим фимогель, чтобы наша конструкция была более крепкой и цельной. Немного поправляю изгиб лепестка, делаю его более раскрытым и добавляю его с края, так удобнее. Подкладываем следующий и придавливаем его кистью. Аккуратно поправляю лепестки руками, придавая им естественный вид. Вот такой красивый распустившийся цветочек у нас получился. Осталась небольшая деталь – ножка для цветочка. Без нее он смотрится немного висящим в воздухе. Я разминаю небольшой кусочек глины и сразу вытягиваю его в руках. Для того, чтобы стебелек вышел идеально ровным, его необходимо откатать линейкой. Руками такой равномерности не достичь. Подняв лепестки, аккуратно подкладываю стебелек под них у основания сердцевинки, обязательно надавив немного ту часть, что скрыта, чтобы при поклейке стебелек хорошо держался. В идеале он должен лежать ровным полукругом. Отрезаю лишнее лезвие. С помощью влажной салфетки я аккуратно придавливаю стебелек, так он становится площе, и его удобнее будет клеить, и как следствие он будет хорошо держаться. Наш цветочек готов к запеканию, но перед тем, как отправить его в духовку, я прохожусь по лепесткам силиконовой кистью, чтобы увеличить места, где цветочек прикасается к кружке. Так мы его надежнее сможем приклеить, и наш декор будет радовать нас долго. Вот теперь точно можно смело запекать. Так как я люблю из полимерной глины бренда Fima Soft, я ставлю ее запекаться при температуре 110 градусов на 30 минут, а вы проверьте свою инструкцию. Наш декор запекся и остыл. Теперь я аккуратно его снимаю с кружки и приклеиваю на эпоксидный клей. Как правильно это сделать, вы можете посмотреть отдельный урок. Напоминаю, не забудьте вытащить и приклеить большой камушек. После того, как декор приклеен и хорошо схватился, можно сделать последний штрих – объемные капли. Для этого я использую эпоксидный клей, состоящий из двух компонентов. После смешивания он застывает в течение 5 минут. Тщательно смешиваю компоненты в равных пропорциях зубочисткой. Совет: используйте разные зубочистки, чтобы не испортить весь тюбик клея. Чем дольше я мешаю, тем более густым он становится. Сейчас мне удобно дождаться более густой консистенции. Жидкие капли быстро растекутся, а я бы хотела, чтобы они были объемные, как настоящие. Аккуратно кончиком зубочистки ставлю капельки на листочки. Я всегда делаю это несимметрично, чтобы создать реалистичный эффект.
Если клей сильно тянется, это повод остановиться, чтобы не испортить все. Лучше разведите его еще раз. До полного застывания клея необходимо 24 часа, поэтому не трогайте капли, чтобы они не помутнели. Вот такой красивый распустившийся цветок в росе у нас получился. Этот простой и эффектный декор украсит любую кухню. Отличный подарок себе или своим близким. Если слепить его на плоской поверхности, то он может быть и брошкой. Можно экспериментировать с цветом, градиентом и текстурами, создавая разный декор, используя эти простые техники. Я надеюсь, урок был полезным для вас и приятным к просмотру. Если у вас остались вопросы, задавайте и пишите комментарии. Я буду рада обратной связи. И до новых встреч на новых уроках. С вами была Анна Камильфо.